Всем доброго времени суток! Вы на канале Вязание Хобби. Меня зовут Татьяна. И сегодня я представляю мастер-класс по вязанию вот такой вот шапочки. Если кто-то следит за новостями на моем канале, у меня есть мастер-класс по вязанию подобной шапочки. Вот такой вот. Эта шапочка, вот которой уже есть мастер-класс, вышел перед этим. Она связана на размер обхват головы 50-51 сантиметр. Что касается вот этой шапочки, она немножко больше. Видите, она даже растягивается. По размерам она видна, что немножко больше. Поэтому данная шапочка идет на размер обхват головы 52-53 сантиметра. Ну, я так предполагаю, что она подойдет на возраст от 9 до 12 лет. Может 13 и даже как бы 14. Дело в том, что эти шапочки очень схожи. Есть отличия, поэтому если кого-то интересует отличия и, скажем, чем они похожи, можете сейчас послушать меня. Если кому-то эта информация не очень актуальна, вы можете перейти сразу по тайм-кодам по началу вязания вот такой вот шапочки. В данном случае я вам вкратце расскажу. Дело в том, что вот смотрите, они даже отличаются по тем, как вот этот пух виден. Шапочка меньшего размера, да, она более пушистая. Вы знаете, я даже очень удивилась, потому что она связана из двух ниточек пуха норки. Одна ниточка дополнительная. И еще я добавила одну ниточку мериноса. Метраж 1500 метров на 100 грамм. То есть одна ниточка 1500 метров в 100 граммах. Вот. И я ее стирала руками. И смотрите, какая она. Она, во-первых, более плотная получилась, чем вот эта вот. И более пушистая. Я ее руками стирала, и вы знаете, она вот высохла. И она очень такая пушистая, очень такая, ну, вы знаете, более такая теплая по сравнению вот с этой шапочкой. Эта шапочка связана, про которую сегодня мастер-класс пойдет. Она связана из двух ниточек пуха норки. Тот же самый цвет, 801. Кроме этого, я еще две ниточки сюда дополнила. Вот эти вот катушечки дополнительно. И все. Вот. То есть данная шапочка связана из двух ниточек пуха норки и двух ниточек дополнительных. Вот эта вот шапочка. Что касается вот этой шапки меньшего размера, она связана также из двух ниточек пуха норки, одной катушечки. Ну и плюс еще тоненькая ниточка мериноса. Вот эта вот ниточка, которая, видите, она совсем тоненькая. Это стопроцентный меринос. Буквально вот такой вот совсем тонюсенький метраж. Добавлен вот в эту вот шапочку, которая меньшего размера. Но она очень распушилась. Ну, я не знаю, в чем, скажем, большая разница. Наверное, в том, что вот эту вот шапочку, про которую мы сегодня будем вести речь, я ее стирала в машинке стиральной на деликатном режиме при 30 градусах. И я, вы знаете, думала, что она более распушится. Но на самом деле, видите, она совсем мало пушистая. Шапочка меньшего размера имеет вес 102 грамма. А вот эта вот шапочка, про которую мы сегодня будем вести речь, как я уже сказала, имеет вес меньше, 88 грамм. Шапочки очень похожи, связаны резиночкой 2 на 2, одна и вторая, имеют фиксированный отворот, одинаковый. Но единственная разница в том, что они по ширине разные, по высоте разные и по макушке. Так, вот в этой шапочке убавки были через ряд. Вот так вот видна макушечка, как она выполнена. Что касается данной шапочки, ну, если присмотреться внимательно, здесь у нас 4 клина. Вот видите, я показываю, вот это вот идет первый клин,
который идет дальше, одинаково, нигде не убавляется. Второй клин, 6 петель. Вот здесь вот у нас идет третий клин, идет без убавок, 6 петель. И четвертый клин, вот этот. И оно получается, смотрите, если так внимательно присмотреться, такой вот какой-то цветок. Теперь по размерам. По размерам. Вот эта вот шапочка имеет ширину 23-24 сантиметра. Видите, она просто тянется, да? Поэтому где-то 23-24 сантиметра. Так, в высоту 19 сантиметров. Эта шапочка имеет ширину 24. Ну и вы знаете, если вот так вот она, видите, растягивается, она даже 25 сантиметров. А в высоту получается где-то 22,5 сантиметра. Если какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Я вам все подскажу, отвечу на все ваши вопросы. Ну а сейчас приступаем к вязанию вот такой вот шапочки. Для вязания такой шапочки нам понадобится пряжа, пух норки. Здесь у нас белый цвет, 801, 50 грамм моточек и метраж 350 метров. 350 метров в 50 граммах. 2 дополнительные катушечки. Тоже я буду использовать 2 эти ниточки дополнительные. Маркер. Ну и также спицы. Спицы можно брать 40 сантиметров. Можно более и длинная леска. Номер 3. Если более длинная леска, значит будем вязать методом Magic Loop. Если кто-то еще не умеет пользоваться этим методом, можете на канале посмотреть. У меня отдельное видео есть. И очень удобно использовать этот метод. Что касается количества петель. Сейчас я буду набирать 128 петель и плюс 1 для замыкания в круг. Получается 2 ниточки из 2 моточков, толстая ниточка, и 2 ниточки из этих вот катушек. То есть получается 4 ниточки. И сейчас набираем петли. Для того, чтобы знать, какую длину оставлять для наборного края нити, можно использовать следующий способ. Наматываем, немножко вот придерживаем пальцем и наматываем на спицу. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это вот расстояние нам понадобится для наборного края 10 петель. Для того, чтобы набрать нам 128 петель, естественно, мы увеличиваем и считаем. Это уже понадобится 20 петель. Дальше 30 петель. И вот таким образом складываем эти ниточки и считаем. И вы знаете, еще немножко запас такой беру. Я вот примерно сантиметров 10 еще беру дополнительное вот это вот расстояние. И отсюда мы начинаем набирать петли. Набираем вот таким способом. Первая петля у нас будет двойная. Заводим спицу под низ. И таким образом с большого пальца поддеваем ниточку вот эту вот, а эту с указательного. И таким образом получается у нас первая петля двойная. Дальше провязываем следующим образом. С указательного пальца дальняя ниточка, с большого пальца ближняя. И снимаем. Точно так же повторяем дальше. С указательного дальняя нитка, с большого ближняя. И таким образом мы с вами набираем 128 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Сейчас замыкаем вязание в круг. Для начала мы должны разделить вот это вот наш наборный ряд на 3 части. В любом месте вытягиваем леску в одном месте для начала.
а затем в другом. Пока без разницы в каком, нам это не играет никакой роли. В двух местах вытягиваем леску для того, чтобы удобнее было замкнуть вязание в круг. Так, и теперь нужно быть очень внимательным для того, чтобы не перекрутилось наше вот это вязание. Внимательно пересмотрите, чтобы вот эти вот петельки, которые мы набирали, они все должны смотреться вовнутрь. Я имею в виду вот эта вот косичка. Вот таким образом все должно быть внутри. Вот в одном месте, смотрите. Дальше леска у нас идет вот так. Вот видите? Все должно быть аккуратненько смотреться вовнутрь. Для того, чтобы потом не перевязывать. Иначе вам все равно придется перевязывать, потому что петли будут перекручены. Так, все это пересмотрим. Вот таким образом, видите, вот это вот все должно смотреться вовнутрь. Вот этот вот наборный край. Первую петлю с левой спицы мы снимаем на правую, а последнюю петлю, вот эту, набрасываем на первую. Вот таким образом. Подтягиваем ниточку, и у нас замкнулось вязание в круг. Вешаем маркер. И вяжем резиночку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Резиночку я уже провязала. В рядах у меня 37 и в сантиметрах 9. Сейчас пойдет у нас фиксированный отворот. Как его выполнять, я в этом видео показывать не буду. Сейчас перейдете по ссылочке и посмотрите, как выполняется фиксированный отворот с резиночкой 2 на 2. Выполнен уже фиксированный отворот. Вот так он выглядит поближе. То есть 5 рядов я провязала. Видите, оно уже вовнутрь идет, вот эта наша шапочка. Так, и мы вяжем уже вот именно, скажем, оттуда. Вот видите, оно получается вот это вот уже наружная часть, а мы вяжем именно вот изнутри. Так, и сейчас мы провяжем дальше, продолжим вязание, тоже резиночкой 2 на 2, теми же самыми спицами номер 3, но провяжем на 1 сантиметр меньше, чем вот этот наше расстояние. Здесь у нас 9 сантиметров, значит мы провяжем еще 8 сантиметров на 1 сантиметр меньше, чем вот этот вот ворот. Вот именно вот примерно здесь, около расстояния от 8 сантиметров от ворота, мы остановимся и продолжим наше вязание дальнейшее уже спицами на полразмера больше, то есть номер 3,5. Так, провязана высота шапочки уже 17 сантиметров. Вся высота у нас будет примерно 20 сантиметра. И сейчас я буду делать убавки. Будет у нас 4 клина по 6 петель. В каждом клине 6 петель. Отсюда следует вывод. 128 петель отнимаем вот эти вот петли, которые пойдут на 4 клина. И получится 104 петли. От этих петель мы отнимаем 16, которые в конце я закрою иглой. 16 петель я возьму на закрытие. Значит, остается 88 петель. Мы их будем убавлять. И убавки у нас будут через ряд. В одном ряду у нас будет всего 8 убавок, потому что у нас 4 клина. Следовательно, этих 88 петель, эти петли мы с вами делим на 8 убавок за один ряд. И получается 11 рядов у нас будет с убавками. Поэтому всего 22 ряда нам еще нужно провязать. В 1 сантиметре у меня где-то 3 ряда, поэтому 22 ряда делим на 3. Примерно 7 сантиметров, чуть больше, мы провяжем еще дальше. И тогда уже будем стягивать иглой. Так, каким образом мы сейчас развешиваем маркеры?
104 петли без этих петель, которые пойдут на клин, мы делим на 4. И у нас получается 26. То есть между маркерами, которые мы будем сейчас развешивать, у нас будет 26 петель. Дальше идет 6 петель, которые пойдут на клин. И опять 26 петель, опять 6 на клин, 26 петель. И вот таким образом мы распределим эти петли. Убавки будем делать следующим образом. Будем провязывать за 2 петли вместе, в данном случае изнаночные. После маркера у нас идут 2 петли изнаночные, значит мы их провязываем изнаночной. Затем провязываем полностью вот эти вот петли до маркера. Опять вот эти идут 2 изнаночные, мы провязываем 2 вместе изнаночной. Провязали наш клин и опять 2 вместе изнаночной. И так далее. Следующий ряд идет у нас без убавок. После убавок второй ряд вяжем без убавок. Провязываем все петли лицевыми и изнаночными. И переходим уже на спицы меньшего размера. То есть мы вязали сейчас 3,5, а убавки будем вязать уже троечкой. Второй ряд с убавками. Переснимаем маркер. Смотрите, вот это вот изнаночную мы ее уже сократили, она у нас одна, мы провязываем. Дальше идут у нас 2 лицевые. Мы будем провязывать с наклоном влево. После маркера с наклоном влево. Эту снимаем первую, вторую провязываем и набрасываем предыдущую петлю на ту, которую мы провязали. Вот таким образом. Это у нас убавка влево после маркера. До маркера у нас будет убавка вправо. Сейчас я дойду до маркера и покажу, как мы будем делать убавку вправо. Доходим до маркера. 3 петли у нас остались. 2 вот эти лицевые мы будем провязывать за передние стенки с наклоном вправо. То есть просто мы провязываем лицевой. Вот так. Дальше одна изнаночная, которая у нас была провязана 2 петли вместе. Мы ее провязали. Маркер. И таким образом повторяем до конца ряда. После маркера провязываем изнаночную, а лицевые с наклоном влево. Снимаем, вторую провязываем и набрасываем вот эту петлю на следующую, которую мы провязали. Повторяем до конца ряда. Третий ряд с убавками. После маркера у нас идет изнаночная, провязываем изнаночной. Дальше у нас идет лицевая 1. Мы ее провязываем лицевой. Дальше идут 2 изнаночные, провязываем 2 изнаночные вместе. Точно так же будем делать и до маркера. Не довязывая вот этих вот 2 петли, которые у нас по одной, 2 изнаночные будем провязывать вместе. И после маркера в том числе. Это у нас идет третий ряд с убавками. Сейчас у нас идет уже 4-й ряд с убавками. Провязали петли клина, переснимаем маркер. Дальше идет у нас по одной петле 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. 2 петли вместе с наклоном влево, лицевые провязываем. Снимаем первую петлю, вторую провязываем и переснимаем ту, которую мы не провязывали. И вот таким образом будем делать убавку после маркера. То есть лицевая будет с наклоном влево, как я уже ранее показывала. Что касается
до маркера у нас будет убавка с наклоном вправо. Провязываем далее самостоятельно. Сейчас я еще раз покажу вам с наклоном вправо. Вот смотрите, у нас получается одна петля изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. А эти провязываем по одной петле. И далее до конца ряда. 5-й ряд с убавками. Провязываем наш клин. Переснимаем маркер. И по одной петле провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот эти 2 изнаночные провязываем вместе. Провязываем дальше. Смотрим внимательно. 1, 2, 3, 4 петли по одной петле. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот эти 2 изнаночные тоже провязываем вместе. Дальше по одной. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И провязываем далее. Сейчас идет уже 6-й ряд с убавками. Переснимаем маркер и провязываем по одной петле. 1 изнаночная, лицевая, 1 изнаночная, лицевая, 1 изнаночная. Дальше у нас идут 2 лицевые. Первую петлю снимаем, вторую провязываем и набрасываем на вот эту петлю. Дальше у нас идут 2 изнаночные. И уже сразу вот эти 2 лицевые мы провязываем за передние стенки лицевой. И дальше идут у нас петли по одной. 1 изнаночная, лицевая, 1 изнаночная, лицевая, 1 изнаночная. Переснимаем маркер. И дальше идет у нас вот этот клин. 6 петель. И таким образом повторяем до конца этого ряда. Идет 7-й ряд с убавками. Петли клина мы с вами провязали. Дальше будьте внимательны. Сделаем следующим образом. Вот эту вот изнаночную перед маркером, точнее после маркера, и вот эту вот изнаночную перед маркером мы провязывать не будем, а будем делать убавки 2 следующие петли. Значит, эту изнаночную мы провязываем. Первую, которая идет после маркера, она изнаночная. Дальше у нас идет 1 лицевая и 1 изнаночная. Мы будем провязывать вместе после маркера с наклоном влево. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем и набрасываем на следующую петлю, так как мы и делали до этого времени. Дальше мы провязываем эти петли. Не доходим до маркера. 3 петли. И вот эту вот лицевую изнаночную мы будем провязывать с наклоном вправо. Так же, как мы и делали до этого времени. И эту изнаночную мы провязываем. И так повторяем до конца ряда. То есть изнаночную мы провязываем после маркера, затем делаем убавку
перед маркером изнаночную тоже мы не провязываем, а убавляем вот эти вот 2 петли, которые идут перед маркером, вторая и третья. Итак, сейчас у нас идет уже 8 ряд с убавками. Убавки мы будем делать следующим образом. После маркера через 2 петли, а до маркера не доходя 2 петель. Провязываем 2, 1 изнаночная, 2 лицевая. Дальше идет у нас лицевая и изнаночная. Также мы ее провязываем с наклоном влево. Провязываем до 3 последних петель. До 4 последних петель. Так, вот эти 2 петли остаются, а эти мы провязываем за 2 стенки передние с наклоном вправо. Еще 2 петли мы с вами провязываем. Переснимаем маркер и дальше идем точно так же. Итак, 9 ряд. Смотрите, первые 3 петли мы с вами провязываем по рисунку. 1 изнаночная, 2 лицевые. Дальше сокращаем с наклоном влево. И тут же 2 петли провязываем с наклоном вправо. Так, и следующие 3 петли провязываем по рисунку. То есть 3 петли до маркера, 3 петли после маркера мы провязываем по рисунку, а затем делаем убавку. Так, провязываем петли нашего клина. Переснимаем маркер. Первую петлю провязываем изнаночная, лицевая, лицевая. Дальше идет убавка. Снимаем, провязываем и набрасываем на следующую петлю. Тут же делаем с наклоном вправо убавку. То есть 2 убавочки вместе рядышком будут сейчас. И 3 петли остались, которые мы с вами провязываем до маркера. И повторяем до конца ряда. Вот так вот выглядят убавки в 9 ряду. Десятый ряд с убавками. Смотрите, получается вот эти вот изнаночные петли до маркера и после маркера мы их оставляем. Дальше идет у нас 6 петель лицевых, мы их сокращаем по 2 петли вместе. Провязываем изнаночную и лицевые провязываем с наклоном вправо все. Одну, вторую получаем петлю и третью. Изнаночную провязываем. Получается у нас 5 петель между маркерами. Так повторяем до конца ряда. Последний ряд с убавками. Будем провязывать 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. И тогда у нас получится уже 22 петли. Сейчас у нас 44 петли. Провяжем 2 петли вместе лицевой, и у нас получится 22 петли. Вот так выглядит шапочка перед закрытием петель. Так, следующий ряд я еще провязала немножко 2 петли вместе, и у меня осталось всего 17 петель.
Я их буду закрывать иглой, стягивать иглой и ниточку заправлять вовнутрь. Так вот выглядит макушка на данном этапе. Ну и если сбоку рассмотреть, вот таким образом видны вот эти вот убавочки. Отрезаем ниточку и заправляем вовнутрь.